Простой отказ от мяса и животных продуктов не сделает вас здоровыми. Не ведитесь на заявления вегетарианцев, которые совершенно не понимают принципов растительного питания. Не убивайте свой организм. Подойдите к вопросу осознанно. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Друзья, сегодня я поделюсь своим личным опытом перехода на вегетарианское питание. Я расскажу о тех ошибках, которые были мной совершены при смене рациона питания. Эта информация будет полезна для тех, кто тоже хочет отказаться от употребления мяса, рыбы, птицы и сделать это максимально правильно, чтобы улучшить свое здоровье. Мне очень хочется, чтобы никто не совершал мои ошибки. Уберегите себя от ненужных неприятностей с вашим здоровьем. За эти несколько минут вы получите информацию о моем многолетнем опыте. Умный человек всегда учится на чужих ошибках. И сегодня я с радостью поделюсь ими с вами. Данный ролик – своеобразный экспромт, в котором я просто расскажу о своем опыте. Поддержите видео лайками. На эту тему очень мало кто говорит. Большинство блогеров пытаются выставить себя только с позитивной стороны. Однако я всегда с радостью говорю и о своих ошибках. Ошибки – это опыт. И я здесь для того, чтобы этим самым опытом поделиться с вами. Когда я только отказалась от мяса, то была уверена, что этого факта достаточно для того, чтобы мое здоровье улучшилось. Ведь все, от кого я это слышала, твердили о том же. Кто-то из новоиспеченных вегетарианцев говорил, что все стало прекрасно, а другие, наоборот, отмечали ухудшение самочувствия. Но мне не попадалась информация о том, как правильно перейти на вегетарианское питание. И я тогда не обратила на это должного внимания. Но позже выяснилось, что в этом процессе немало важных нюансов. Сейчас существует большое количество якобы вегетарианских сайтов и пабликов, которые вещают о том, что достаточно просто отказаться от продуктов животного происхождения, мяса, птицы, рыбы, яйца, молока, чтобы обрести здоровье и бесконечный запас энергии. Не имея нужных знаний и опыта в этой сфере в начале своего пути, наслушавшись популярных блогеров и специалистов, я также стала исходить из того, что мое здоровье улучшится, если исключить из рациона продукты животного происхождения. Забегая вперед, скажу, что практика показала, такой путь не ведет к здоровью. В целом я ела те же продукты, что и раньше. Макароны, оливье, без колбасы, конечно, овощные супы, магазинные печеньки с чаем, ну и иногда суши, чипсы. И такое было, каюсь. И много-много прочих вкусностей. Называла я это вегетарианством, совершенно не зная об особенностях данного формата питания. Первый месяц на новом питании было комфортно. Острота многих моих болячек снизилась, а у меня их было немало. Что-то вообще перестало беспокоить. Например, регулярные ежемесячные простуды с температурой, насморком и болью в горле, они полностью прошли. И вот тут я подумала, о чудо, буду и дальше так питаться. Со временем организм полностью оздоровится. И спустя примерно 3-4 месяца жизни без мяса прежние мои болезни раскрылись во всем своем великолепии. И еще добавились новые. В то время я совсем не понимала, что корень всех заболеваний – это элементарное загрязнение организма шлаками и токсинами. А их активный вывод из тела сопровождается весьма неприятными состояниями. Например, самый распространенный случай – освобождение от токсинов очень часто вызывает жуткие головные боли и тошноту. И именно поэтому организму просто необходимо помогать очищаться. Но я об этом просто не знала, поэтому у меня не было четкого понимания, что же делать дальше. В то время я смотрела вегетарианские каналы на Ютубе. Как потом оказалось, почти все они не знают, что такое вегетарианство. Читала разных блогеров и прочее, и я поняла, что все отказники от мяса делятся на 3 группы. Итак,
3 группы людей, которые отказались от мяса. Первые. Те, кто начинают изучать, что такое здоровье и какое питание к нему все-таки ведет. Все пробуют на себе. Вторая группа. Просто продолжают есть всю ту же еду, но без мяса. На тему здоровья особо не заморачиваются, поэтому лечатся то от старых, то от новых болячек. Разницы по сравнению с мясоедением для здоровья нет, но зато животным они не вредят. Должен же быть хоть какой-то плюс в таком подходе. И третья группа – те, кто абсолютно убедились, что бросать мясо – это вредно. Ведь столько людей говорили им об этом с самого детства, а тут они на себе все это прочувствовали. И, конечно, снова вернулись к любимой жареной курочке и шашлыкам. Мой путь продолжился в соответствии с первым вариантом. Причем произошло это весьма естественным образом. Жизнь буквально стала подкидывать мне книги, статьи, лекции разных ученых. И эти люди в своих трудах делились, как благодаря определенному питанию можно сделать свой организм здоровым. Информация приходила ко мне постепенно и достаточно размеренно. Поэтому еще некоторое время я помучилась от разных болезней и неприятных состояний. Это происходило исключительно вследствие того, что я сразу не могла сориентироваться, как именно правильно поменять свой рацион. В голове какое-то время была каша от старой и новой информации. Кому интересно, я изучала подход Арнольда Эрета, Марвы Аганян, Нормана Уокера, Юрия Николаева и других. Во многом их взгляды схожи, но у каждого есть своя изюминка. Сейчас подробно на этом останавливаться я не буду, так как информации по каждому автору и ученому очень много. Шанти, привет. Ты тоже пришла послушать про вегетарианство? Какая продвинутая современная кошка. Когда я стала углубляться в изучение темы питания, то все больше понимала, что важен не сам отказ от мясной пищи. Это только первый шаг, а формирование совершенно нового подхода к тому, что ты ешь. Все старые пищевые привычки пришлось отбросить. Благодаря разным источникам я вывела для себя несколько основных правил, которых необходимо придерживаться при отказе от животных продуктов. Во-первых, питаться только натуральными продуктами. Никакой химии и синтетики в продуктах быть не должно. А это примерно 90% всего, что продается в продуктовых магазинах. Химия и синтетика – это в основном пищевые добавки с индексом Е. Во-вторых, все блюда в рационе должны иметь хорошую сочетаемость ингредиентов. Сильно вкратце. Каждый продукт имеет свой pH, и каждый продукт вследствие этого pH по-своему усваивается организмом. Если в блюде будут продукты с разным pH, то тело их попросту не сможет усвоить. В итоге блюдо будет бродить в кишечнике, не давая телу питательных веществ и вызывая гнилостные процессы. Суть нашего канала касаемо рецептов – поделиться с вами именно сбалансированными блюдами, ингредиенты которых подходят друг к другу. В-третьих, пища, которая активизирует в теле процессы очищения, должна превалировать в общем объеме потребляемой еды. В основном это свежие фрукты и овощи, салаты и свежевыжатые соки из них. Кстати, таких полезных салатов на нашем канале уже очень много. Можете найти их по ссылке в подсказках. В-четвертых, помимо пищи, организму нужно большое количество чистой питьевой воды ежедневно. Например, только для корректной работы кишечника требуется 1,5 литра воды в день. И это всего лишь один орган. На тему воды на нашем канале также представлены лекции. Ссылка в подсказках. В-пятых, организму периодически нужны периоды очищения, когда в него не поступает еда и при этом уделяется должное внимание очищению кишечника. Например, я люблю иногда устраивать себе сочные дни, когда пью только свежевыжатые соки. Но и к такому способу очищения подходить, как и выходить из него, нужно грамотно, дабы не навредить своему организму. Такими программами мы еще будем с вами делиться. А если вы хотите начать хотя бы с простого очищения кишечника, могу порекомендовать специальное средство для этой цели. Ссылка на рецепт в подсказках. Вот мои
5 правил, которые обязательно нужно соблюдать при переходе на настоящее вегетарианство. Если вы решились внести изменения в свой формат питания, будьте очень внимательны, ведь этот процесс напрямую связан с вашим здоровьем. Поэтому перед любым важным начинанием проведите свое небольшое исследование. Изучайте то, что вы делаете со своим организмом и здоровьем. Иначе изменения не принесут вам ни ожидаемого результата, ни счастья, ни радости. Если бы я знала, что перед отказом от мясной пищи еще нужно изучать тему здоровья в целом, а не бросать все просто так, в стиле знаменитого Портоса, девиз которого звучал так: «Сначала вяжемся, а там посмотрим», то мне бы удалось избежать некоторых крайне неприятных обострений заболеваний. И в этом была моя самая главная ошибка. Питание – суть вашего тела. То, что вы едите, становится вашим телом. Буквально. Итак, подводим итоги. Изучайте свой организм. Физиологию, биохимию. Базовые принципы его работы на самом деле очень просты. Не следуйте слепым убеждениям, которые транслируют непонятные люди. В эпоху интернета развелось огромное количество специалистов, которые с радостью помогут угробить ваше здоровье. Доверяйте тем, у кого есть не только теоретические знания, но самое главное и практический опыт их применения. Личный опыт всегда важнее теории. В завершении видео также скажу, что ко мне обращается немало людей за консультациями по переходу на правильное питание. Вследствие этого я ознакомилась с самыми разными проблемами, заблуждениями и ошибками, с которыми люди сталкиваются в процессе этого перехода. Если вам интересно о них узнать, напишите об этом в комментариях. Я сделаю отдельное видео, в котором подробно разберу этот вопрос. Ролик поможет вам избежать неправильных шагов при переходе на здоровое питание. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мы хотим, чтобы люди получили знания о здоровье. Помогите нам распространить эту важную информацию в наше непростое время. До новой встречи и доброго вам здравия!